Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить каравай. Для теста мне необходимо будет 1 килограмм муки, 160 грамм сливочного масла, 4 яйца, 1 чайная ложка соли, 4 чайных ложки дрожжей. Здесь у меня я специально взвесила 14 грамм дрожжей. Сахар 10 столовых ложек, это 125 грамм. И 2 пакетика я возьму ванильного сахара. В каждом пакетике у меня 10 грамм. Здесь у меня молоко пополам с водой. Всего 420 миллилитров пополам. Это значит 210 миллилитров воды и 210 миллилитров молока. Я пока вот это вот уберу, все, что мне сейчас не нужно. Вот. В этой мисочке я буду ставить опару. Нужно потрогать молоко. Молоко нужно нагреть до хорошей такой теплой температуры. Градусов до 30. Вот нагрелось молоко. Нужно его потрогать. Тепленькое. Выливаю его в большую просто мисочку. Здесь мне будет удобно его поставить опару. Из общего количества я возьму ложку сахара и размешаю, чтобы сахар разошелся. И теперь из общего количества я добавляю 5, 4, 5 таких щедрых ложек муки. Я размешаю и насыпаю дрожжи. Хорошо вот так все размешаю. То, что вот здесь есть такие комочки, это не страшно, дрожжи начнут работать и все комочки разойдутся. Опару оставляю на 15 минут, чтобы дрожжи заработали, чтобы поднялась шапочка. Яйца я возьму, определю в большую мисочку. Добавляю соль, сахар, ванильный сахар, и яйца я буду взбивать. Сначала вот так перемешу, чтобы тут ничего не взлетало. Вот так вот хорошо взбились яйца. Вот опара. Вот она такая вся ноздреватая, поднялась шапочкой. Появились бульки уже на поверхности. Замешивать я буду кухонным комбайном, поэтому вот в дежу комбайна я буду собирать все ингредиенты. Опара. И вот эта вся яичная смесь. И также высыплю муку. Вот я оставляю 2 ложки муки, высыпаю не всю муку. Потом я посмотрю по тесту, нужно ли будет их добавить. И пока еще я не добавляю масла. Масло я добавлю в самую последнюю очередь. Все ингредиенты собраны, и я ставлю дежу миксера в сам тестомес и буду замешивать тесто. Тесто я буду замешивать на первой скорости миксера.
Тестомес промесил 5 минут тесто. Теперь я останавливаю. Засекаю 5 минут, чтобы тесто постояло. Прошло 5 минут. Я добавляю муку, которая осталась. Опускаю голову миксера и буду месить еще 10 минут. Теперь я по кусочку буду добавлять масло. Каравайное тесто, чем больше месишь, тем для него лучше. Значит, в миске, в которой будет у меня растаиваться тесто, наливаю немножко масла и смазываю миску. Полностью все масло. Вот так машина замесила уже тесто. И теперь тесто я переложу в миску. Выйму из дежи. Вот такое вот тесто получается. Мягкое-мягкое. Теперь тесто я накрываю пленочкой. Делаю пару дырочек, чтобы оно могло зашить. Накрываю и оставляю приблизительно на час для простойки. Противень я застелила пекарской бумагой. Кольцо я раскрою на 30 диаметр. Вот. Тут у меня есть обозначение 30 сантиметров. И устанавливаю. Я смажу полностью все постным маслом, чтобы все везде кругом хорошо отходило. И теперь, когда это подготовлено, буду заниматься тестом. Значит, это пока отставляю в сторону. Вот так подошло тесто. Вот оно увеличилось в 2 раза. Здесь у меня ложки 2 муки. И тесто я переворачиваю на стол. Немножко его подпишу. Так вот я делю 1/3. Я пока откладываю. Вот у меня будет 100 грамм кусочек, и откладываю. Так, вот я уже тесто разделила, и теперь его выкатаю. Так, собираю. Такая вот ровненькая булочка получается. Откладываю. И следующую. И теперь я буду поступать вот таким образом. Значит, я положу булочку так. Вот сюда положу булочку. Тут ее подвину. Теперь положу вот здесь булочку. И вот здесь булочку. Вот так. Теперь возьму так близенько сюда. И между ними. Теперь вот так близенько сюда и между ними. Вот так выглядит мой каравай. Значит, здесь я сделала немножко с этой стороны. Вот с этой стороны я сделала вот немножко меньше по его диаметру. Какой у меня получился. Подровняю немножко. Далее накрою его вот пленочкой той же самой. И оставлю на 10 минут. Вот, значит, прошло 10 минут. Здесь у меня желточек.
Наливаю молочко. Вот так разболтаю хорошо. И смажу сверху весь каравайчик. И теперь оставляю еще на 10 минут. Прошло время, и теперь я оставлю выпекаться на 180 градусов приблизительно на час. Пока выпекается каравай, нужно подготовить тесто для украшения. Вот здесь у меня мука 250 грамм отмерено. Пересыплю ее, вот здесь буду замешивать. Пока пересыпаю не все. 100 мл воды, щепотка соли, положу половинку чайной ложки разрыхлителя для теста. Так. Одну упаковочку это ванильный сахар 10 грамм, белок одного яйца и 2 чайные ложки налью растительного масла. И теперь все это замешу. Высыпаю всю муку. Вот такое вот тесто. Вот я его замесила. Теперь подмешу еще немножко на столе. Вот такое вот мягкое тесто получается. Я его положу, пусть оно отдохнет. Вот прикрою, чтобы оно отдохнуло минут 10. И потом дальше буду работать. Так, прошло время. Вот я уложила на досочку, закрыла ее пленкой. Тесто вот расслабилось, оно мягенькое. И вот смотрите, какое оно стало гладкое, эластичное. Вот такую беру вырубку. Такой цветочек получается. Еще теперь меньше. Если это больше, вот такая разница у этих двух вырубок, то это меньше. Значит, что я делаю дальше? Вот мои цветочки. И теперь навстречу им я кладу еще по одному цветочку. И сильно надавливаю. Получается вот такой цветочек. Вот такая вырубка у меня есть. Беру еще вот такая у меня есть. Вот такой красавчик у меня получается. Я беру то же самое яичко и на горячую его весь смазываю. На яичко это все хорошо приклеится. Все, теперь опять ставлю его выпекаться. Вот такой каравай у меня получился. Все это вот пропеклось, все вот держится, ничего не снимается, все очень красиво, все срослось. Вот здесь место стыка тоже. Вот это место полностью все срослось.
Выглядит вот так со всех сторон. Такой каравайчик красивый. Мне нравится. Если вам понравилось и было полезным мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!